Всем привет! Добро пожаловать на очередную мою презентацию, в которой мы будем с вами рассматривать тему «Эффективная стратегия успешного проекта» или 3 золотых шага к успеху. Значит, здесь я буду вам рассказывать не просто эффективную стратегию успешного проекта, а еще буду рассказывать вам про такой инструмент, как Страж инфобизнеса CRM Collector.js версия 2.8. Это новый инструмент, который находится сейчас в инфобизнесе, как в России, так и за рубежом, и который вы можете использовать с данной стратегией полноценно для создания успешного проекта из 3 золотых шагов. То есть здесь я вам буду рассказывать в этой общей стратегии основы и различные факторы создания успешного проекта и 3 стратегии, которые вы можете применить в каждом шаге. То есть вы, например, вы можете сделать 1, 2, 3 шага и получить постепенно успешный проект. Данные стратегии вы можете рассматривать в принципе как отдельную, так скажем, стратегию вне зависимости от инструмента, и инструмент можете рассматривать тоже отдельно. То есть это всего лишь навсего информация, как работает инструмент, и информация, как работает стратегия вместе с данным инструментом. Поэтому будете ли вы использовать данную стратегию или нет, здесь уже смотрите сами. Возникает такой вопрос. Например, а сколько мне нужно будет смотреть презентации? Презентации мы с вами будем рассматривать 4. То есть вот эту презентацию и 3 золотых шага, в которых я буду рассматривать каждую стратегию в других 3 презентациях. И все вместе выходит 4 презентации, которые вы должны посмотреть, чтобы сделать или, так скажем, понять эффективную стратегию создания успешного проекта. Вот, это, можно сказать, объемоцелостная модель представления того, как нужно сделать успешный проект. Эта стратегия не похожа на другие стратегии, которые вы там рассматривали где-то в интернете. Это уникальная стратегия, которая работает в наши дни и в будущие дни, которые вы будете создавать, используя стратегии для создания успешного проекта. Что касается, например, инструмента. Инструмент у нас это CRM-система Collector.js версия 2.8. Почему на данный момент сейчас я рассказываю данную стратегию с инструментом версии 2.8? Все дело в том, что данная стратегия работает только непосредственно хорошо с версией 2.8 системы Страж инфобизнеса. Возможно, вы увидите более новую версию, когда будете смотреть данную стратегию. Но нужно понимать, что данная стратегия работает непосредственно вместе с версией 2.8 или выше, не ниже версий. Вот это нужно понимать, потому что в функционале, который используется в версии системы 2.8, есть те функции, которые нужны для этой стратегии. Возникает вопрос, а стоит ли рассматривать, либо, так скажем, применять все шаги или что-то применить по отдельности, как вот здесь быть. Я скажу следующее. Когда вы, например, начинаете свой путь жизни, жизненный путь его называют, когда вы делаете первый шаг в жизни, вы делаете свой первый, второй, третий шаг по порядку. Понимаете, да? То есть вы не делаете третий шаг, перепрыгивая 2 шага сразу. Вы делаете шаги по порядку, когда идете. Если вы так не делаете, значит вы сделали прыжок. Прыжка вроде jumping, либо большого jump у нас тут
проходить не будет, то есть больших таких вот прыжков. Поэтому вы должны делать все шаги по порядку, начиная с первого, второго и третьего. Но здесь есть такая важная деталь, что вы можете в принципе останавливаться на каком-то из шагов, к примеру, на первом, втором, третьем шаге и получать от этого результат в продажах. То есть вы будете иметь уже какие-то доходы с первого шага. Не то что какие-то доходы, вы будете иметь неплохие доходы, даже находясь на первом шаге. На втором шаге вы будете иметь просто-напросто больше перспектив, больше доходов, и также можете остановиться на втором шаге. И на третьем шаге вы делаете просто-напросто максимальный проект, успешный проект, который вы достигаете с большим эффектом продаж. Понимаете, здесь просто нужно рассматривать эффективность стратегии и эффективность продажи того, что вы создаете. То есть станет ваш проект успешным или не станет. Но в качестве каждого шага вы можете останавливаться непосредственно на каждом шаге и даже не идти дальше, если захотите. Поэтому я рассказываю об этом в начале. Почему? Потому что начиная просмотр всех презентаций, вы должны понимать общий смысл того, что вы будете смотреть, как вам двигаться дальше, и не тратить свое время зря, например, на просмотры ненужных там стратегий, информации и так далее и тому подобное. Понимаете, да? Здесь мы с вами будем рассматривать объемо-целостную модель представления того, как делать успешный проект, эффективный, так скажем, проект, эффективную стратегию. Итак, думаю, с этим слайдом мы с вами первым разобрались. Переходим с вами к следующему слайду. На следующем слайде я подготовил такой вот жизненный пример, в котором показано приблизительно то, что я буду вам рассказывать в презентации. Здесь показан инструмент и стратегия на основе гонки. То есть, когда вы, например, собираетесь к гонке, собираетесь сделать заезд, естественно, победный, прийти к финишу первым, тогда вы должны сделать так, чтобы вы могли выиграть гонку. Что для этого нужно? Как я сказал, это всего лишь навсего пример, но пример будет объяснять то, как работает инструмент Страж инфобизнеса плюс эффективная стратегия успешного проекта или 3 золотых шага к успеху. Здесь я показываю вам инструмент в качестве машины Porsche 911 Turbo S и стратегию в виде карты. Карта непосредственно обозначена в городском виде. Видно, что стоят различные знаки, как вы видите, да? Различные там повороты, светофоры и так далее. Но об этом чуть позже. Давайте сначала рассмотрим инструмент. Инструмент выбран в качестве машины Porsche 911 Turbo S не просто так. На самом деле можно выбрать абсолютно любую машину, но в зависимости от того, какую машину вы выберете, будет тот или иной результат. Как это можно понимать? К примеру, вы выберете, например, какую-то другую машину и возможностями, которые дает данный автомобиль. В каждой машине есть свой уникальный набор функций, как, например, в Porsche 911 Turbo S, как там, например, в Lamborghini, в Nissan GT-R. То есть будем рассматривать спортивные машины. Значит, когда вы выбираете инструмент, инструмент должен обойти конкурентов, иметь лучший функционал, давать возможности большой скорости, гибкости, маневренности. То есть, исходя из этого, вы получаете больше возможностей, чем другие. Когда вы выбираете, например, систему продажи некачественную, где возможно открытый исходный код, а возможно и того хуже, что это пиратский какой-то скрипт,
где с открытым исходным кодом вам все дали скачать, то вы рискуете не сделать успешный проект, потратить кучу времени, и в итоге у вас все пойдет наперекосяк. То есть перед тем, как вы начинаете делать, неважно какую именно даже стратегию, вы должны понимать, что в зависимости от того, какой инструмент вы выбираете, к примеру, выбирая взломанный скрипт, вы рискуете продажами. Почему так? Потому что исходный код, который вы берете где-то на сайте, имеет открытый доступ. Тот, кто предоставляет такой код доступа, имеет код доступа сам. И скорее всего, возможно, там будут какие-то уязвимые места. К примеру, в системе Strash Infobiznes есть загрузка файлов на сервер. Все файлы находятся в закрытом виде. Это изначально сделано специально так, чтобы невозможно было подменять серверные файлы, а только загружать их в исходном виде на сервер. Там стоит специальный инсталлятор, который это все делает. Поэтому изменить серверные данные в системе Strash Infobiznes просто невозможно. Я тут еще не просто так выбрал модель Porsche 911. Здесь машина имеет не просто какие-то там технические открытые функции, функционалы. Если открыть двигатель сзади, то вы не сможете посмотреть, что там за двигатель. Вы только видите через стекло сзади двигатель. Вы не сможете залезть в этот двигатель без технического снаряжения, то есть без гаража, без сервиса. Вы только можете посмотреть, как заливается туда топливная жидкость. Почему так? Потому что разработчики Porsche решили, что двигатель вы не должны смотреть, как бы, что внутри, именно в технической среде такой, и лазить вообще в этом двигателе. Я не знаю, почему это сделано, но это сделано, возможно, с точки зрения безопасности. То есть, чтобы никто туда не проникнул посторонний. Понимаете? Вот. И такое, в принципе, может быть, что к вам залезут в ваш двигатель и что-то там сделают не так. Как и в системе Strash Infobiznes, тоже все закрыто. Поэтому вы уже пользуетесь просто-напросто готовым арсеналом. Вот. И в исходный код вам залазить не нужно. Понимаете, вы должны просто-напросто заниматься панелью управления и заниматься непосредственно теми функциями, которые вам понадобятся. Вот. Но как я говорил уже, что в принципе инструмент хороший тоже хорошо, но если у вас нету стратегии, то шансы, то что вы доедете до финиша первым, у вас гораздо ниже. Почему так? Потому что когда у вас есть, например, стратегия, вы знаете, где сбавить скорость, где добавить скорость, где, например, притормозить. Примерно знаете, как вам пройти маршрут, понимаете? Без вот такой вот карты, без стратегии вы не сможете прийти к финишу первым. Вне зависимости от того, какой у вас там хороший инструмент, инструмент без определенной стратегии мало эффективен. Можно еще такой примерчик привести, что, к примеру, взять в гонке какую-то другую машину, можно даже Mitsubishi Lancer, то по сравнению с Porsche в гонке Mitsubishi Lancer, скорее всего, уйдет далеко-далеко назад. Почему? Потому что маневренность такой машины гораздо ниже, скорость разгона меньше, эффективность мощностей меньше, функций, там, например, поворотов, динамики, маневренности тоже меньше. Следовательно, эта машина, скорее всего, не сможет обогнать Porsche 911 даже уже приблизительно в теории, правильно? Не говоря уже на гонке со стратегией. Поэтому инструмент тоже важен, понимаете? И чем лучше у вас инструмент, тем больше шансов того, что вы сделаете успешный проект. Это всего лишь навсего пример. Пример того, как можно выиграть гонку или как приблизительно работает данная стратегия с инструментом. Но это не все. Я хотел бы тут немножко рассказать то, что я вот здесь на
слайде сделал в качестве иконки инструмент в виде часов. Тут вот стоит часы и в стратегии финиш. Это не просто так. Значит, часы обозначают то, что вы экономите время, которое кто-то потратил на этот инструмент, используя уже разработанный инструмент. Вы экономите колоссальное время. То есть не нужно думать о том, что вы там потратили много денег. Вы должны подумать о том, что сколько времени вы сэкономили. Понимаете, вы потратили, например, там, 5-10 тысяч, да, рублей. Ну, может, не знаю, больше там рублей. Но вы сэкономили кучу времени, как говорится, на этот инструмент, потратив небольшие деньги. Зато у вас появился хороший инструмент, который поможет вам сделать то, что вы задумали. Что касается стратегии. Стратегия позволяет вам прийти к финишу первым, прийти быстрее, из-за того, что вы придумали, разработали стратегию. Поэтому, выбирая инструмент и разрабатывая стратегию, вы получаете гораздо больше того, что вы сделаете успешный проект. Итак, на этом слайде в принципе все. Переходим дальше. В этом слайде мы с вами рассмотрим важные основы инфобизнеса. Основ у нас с вами будет 8. 8 основ, которые вы должны знать перед тем, как делаете успешный проект. Итак, что за основы, которые вы должны знать? С чем можно это сравнить? К примеру, вы собираетесь ездить на каком-то транспортном средстве. Это машина, мотоцикл, скутер, аэроплан, еще что-нибудь. Вы должны перед тем, как ехать, что вы должны сделать? Вы должны изучить правила дорожного движения, изучить, как работает транспортное средство, изучить знаки, изучить, где нужно что делать, в каких ситуациях, и после этого ехать на каком-то транспортном средстве, особенно, к примеру, на спортивном мотоцикле. Если вы на спортивном мотоцикле поедете с максимальной скоростью без специальной подготовки, то, скорее всего, вы можете уйти куда-то с дороги, так скажем, то есть может произойти какая-то непредвиденная ситуация, так скажем. Чтобы этого не произошло, вы должны понимать правила дорожного движения, а также как работает транспортное средство. Также и основы. Перед тем, как вы делаете какой-то проект, особенно успешный проект, вы обязаны знать основы в качестве теории, как делать правильно успешный проект. Итак, всего основ у нас с вами 8. Начнем с вами с первой основы. Первая основа. Делайте один проект всегда. Что это такое? Когда вы начинаете делать свой проект, вы должны определиться с нишей проекта, которую собираетесь реализовывать. С той темой проекта, которую собираетесь реализовывать. Какой смысл проект несет ваш на рынке, кому он будет нужен и так далее и тому подобное. То есть вы должны разобраться с этим сразу перед тем, как делаете проект. Более того, не нужно, когда вы делаете свой первый проект, делать еще какие-то дополнительные проекты. Этого делать не нужно. Это показатель того, что вы делаете что-то не так. К примеру, вы, например, собираетесь сделать обучающий инфопродукт. Если вы будете делать 3 таких проекта, то с 3 проектами вы потратите больше времени, сделаете менее качественные проекты, 3 обучающих, например, видеокурса, и на выходе будет у вас меньше продаж. Если сделаете один обучающий видеокурс, у вас будет больше качества проекта, то есть он более качественный станет проект, потому что у вас больше времени уделяется на один проект, больше свободного времени и больше продаж. Почему так?
Все дело в том, когда вы делаете, например, один проект, фокус вашего внимания непосредственно сконцентрирован на одном объекте, на одном проекте. Когда вы делаете 3 проекта одновременно, фокус вашего внимания рассеивается, и вы теряете внимание, либо, так скажем, понимание того, как сделать качественные проекты. Понимаете? Вы не сможете сделать одновременно 3 качественных проекта. Это невозможно. Поэтому, например, вот в качестве примера есть компании, которые имеют бренды уже такие, как вот, например, Porsche. Почему-то они не делают другие какие-то машины с другими названиями. Они делают один проект свой под названием Porsche. В свое время я с этим столкнулся, когда понимал, что... Точнее, когда не понимал, что есть такая основа, что нужно делать один проект. Я делал проекты, которые в принципе могли иметь успех, но я эти проекты бросал и начинал заниматься какими-то другими делами, проектами. И в итоге эти проекты ушли в свое время, так скажем, в никуда. Понимаете? Вот. Но со временем у меня появился другой проект, очень важный проект. Этот проект на самом деле является гораздо важнее тех проектов, которые я до этого мог реализовать, потому что у меня было тогда в то время меньше опыта. И возможно, к лучшему, что те проекты ушли и этот проект появился, иначе этого проекта бы не было. Проект называется Страж инфобизнеса CRM Collector.js, который я разрабатываю уже много лет и продолжаю разрабатывать дальше. Я делаю один проект. Можете в качестве примера посмотреть мой проект и таким же образом делать сами. Есть такая еще поговорка, народная поговорка: за 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Понимаете, да? Это народная поговорка, которую часто использовали раньше в обиходе. Сейчас, конечно, такое мало услышишь. Но здесь есть некий смысл. Думаю, понятно. Идем дальше. Вторая основа. Название должно иметь смысл. Также есть народная поговорка: как корабль назовешь, так он и поплывет. То есть название ваше должно исходить из тех фактов, когда вы создаете какую-то тему, и иметь связь с этой темой непосредственно напрямую. Вы не должны придумывать название, к примеру, не соответствующее той тематике, которую вы собираетесь делать, либо тому проекту. Вы должны делать название как брендовое название, которое будет иметь успех, и везде, повсюду это название будет использоваться. Я не скажу, конечно, что вы создадите крупную корпорацию, крупную компанию с таким, например, названием, как, возможно, Porsche. Это, можно сказать, корпорация крупной компании. Но я вам скажу, что вы сможете сделать хорошее название, как, например, у меня Страж инфобизнеса, вполне достойное название. И в свое время, когда я думал, как назвать свое решение, либо, так скажем, систему, которая позволяет делать успешные проекты, именно успешные проекты, я долго думал, особенно тогда, когда, например, мне сказали, что название мое не совсем соответствует тому, что нужно. Вначале я называл свою систему, как бы у меня был скрипт, коллектор назывался, но потом со временем я придумал более лучшее название, которое сейчас используется в системе. Это название имеет смысл. Этот смысл можете сами, в принципе, расшифровать. Но здесь не просто идет название на русском языке в качестве кириллицы, например, Страж инфобизнеса. Здесь идет также название на английском языке, латиницей. Дело все в том, это не просто так сделано. Это сделано
исходя из того, что, например, аббревиатура CRM и коллектор JS имеет как бы название само по себе из английской культуры, то есть из зарубежных стран. Понимаете? А страж инфобизнеса является как неким названием, которое находится в России. То есть где мы с вами находимся. Поэтому, когда встречаешь название какое-то несоответствующее российскому рынку, то есть написано на английском языке, то возникает вопрос, как работает данное решение на российском рынке. Когда вы ищете систему страж инфобизнеса, вы понимаете, что вы ищете в поисковых системах, и вы находите на русском языке данную систему, а не на английском языке. Понимаете? Грубо говоря, я вам скажу, что это название имеет как западный смысл, так и российский смысл на разных рынках. Более того, если взять, например, название «Страж», это название происходит от стражника, то есть который находится где-то на воротах, либо защищает что-то, и взять название инфобизнес, то можно понимать, что это защита инфобизнеса. Понимаете, да? То есть название имеет смысл. Так и вы, когда делаете свой проект, вы должны делать свое название со смыслом. И обязательно делайте название брендовое. Не нужно копировать других. Особенно не нужно копировать других и другие названия. Вы должны сделать уникальное название, исходя из факторов, которые, значит, вы используете в своем проекте. Когда вы копируете других, особенно когда вы копируете брендовое название, как есть авторы, которые пишут, что нужно скопировать название известного бренда, чтобы вас быстро нашли, то это большая-большая ошибка, которую вы сделаете сразу, забывая про вторую основу. Вы никогда не будете на первых позициях того бренда, под который копируетесь. Вы будете всегда на вторых позициях, на третьих и так далее. Чтобы сделать успешный проект, вы должны быть на первой позиции. Итак, думаю, здесь понятно. Третья основа. Время жизни и реализация проекта. Что касается времени жизни, что это такое? Время жизни — это вообще определенная философия жизни. И эту философию рекомендуется знать вообще, когда вы начинаете жить. Когда вы знаете философию времени жизни, вы сможете правильно распределять свое время жизни, исходя из тех временных точек жизни, которые у вас есть на данный момент. Это если коротко. Полностью философию я вам рассказывать не буду. Расскажу лишь основные такие моменты, которые нужны. К примеру, когда вы создаете проект, вы должны понимать, сколько вам сейчас лет. К примеру, 25, 34, 42. Сколько конкретно вам лет сейчас? Вы должны записать, сколько вам лет, когда вы начинаете делать свой проект. Возьмите и запишите. Зачем это нужно? Чтобы потом, со временем, посмотреть, сколько времени вы потратили, чтобы сделать успешный проект. И сколько вам было лет тогда, в то время. Более того, вы должны исходить из своего времени жизни, которое у вас есть, и понимать, что вам нужно потратить определенный отрезок времени жизни на реализацию успешного вашего проекта. Чтобы сделать реализацию проекта, нужно потратить время. Где вы возьмете это время? Есть у вас такое время жизни? Возможно, у вас какие-то трудности. Возможно, вы не сможете выделить такое время жизни на свой проект, когда вам вообще делать проект не нужно. Понимаете, вы должны это понимать сразу, а не потом, когда вы уже понаделали много проектов. То есть вы потеряете время жизни, когда так делаете. Сколько времени жизни потребуется на реализацию проекта, я могу вам сказать. По моей стратегии вы потратите 3-5 лет, чтобы сделать
успешный проект. На самом деле это небольшое время жизни, которое вы можете потратить на создание успешного проекта. И то это по моей стратегии, эксклюзивной стратегии, которую я даю в принципе в качестве подсказки. На самом деле многие известные люди тратили время жизни свое на реализацию успешных проектов по 10, по 20 лет. К примеру, музыканты известных групп тратят время свое на создание вот этих вот музыкальных клипов, знаете, да? Музыкальных там альбомов по 10, по 20 лет, чтобы стать известными музыкантами, понимаете? Бизнес-тренеры известные, которые, например, стали известными в течение там 10-20 лет, такие есть. А люди тоже потратили время жизни в пределах такого времени. Я вам говорю, что вы потратите такое время жизни, чтобы сделать успешный проект. Это намного меньше того, что потратили многие люди. Это, можно сказать, минимальный такой объем времени, который вы потратите. Естественно, вы можете потратить, конечно, и больше. Вы можете потратить и меньше времени. Но я вам рассказываю про временные затраты, которые предстоит сделать перед тем, как вы создаете проект. И вы должны понимать, сколько вам лет будет, когда вы сделаете успешный проект. Понимаете, да? Вы должны это себе представлять. Если вы не представляете, сколько вы потратите времени жизни на создание проекта, то значит вы не понимаете, куда вы вообще плывете. Вы не понимаете, достигнете вы цели или нет. Четвертая основа. Изучите больше перед проектом. Я рекомендую изучать больше перед тем, как вы начинаете делать свой проект, а именно потратить время на изучение в пределах полгода, год, до того момента, когда вы начинаете делать свой проект, на изучение книг, прослушивание аудиолекций, просмотра каких-то, возможно, интересных выступлений известных людей, которые добились каких-то реализаций, либо известных проектов, посмотреть больше информации по той теме, в которой вы собираетесь делать свой проект, изучить больше книг, изучить моменты, связанные с рекламой, изучить тайм-менеджмент, это управление временем, которое рассказывают бизнес-тренеры, изучить рынок, изучить конкурентов, которые, возможно, есть на вашем рынке, какие люди используют такие же проекты, что у них лучше есть, что хуже, изучить как можно больше информации перед тем, как вы начинаете делать свой проект. И это совсем не шутка, это нужно сделать перед тем, как вы начинаете свой проект. Почему так? Потому что чем больше вы понимаете то, что вы собираетесь сделать, тем больше шансов того, что вы сделаете какой-то интересный и какой-то эксклюзивный проект, который вы собираетесь сделать. Вот, когда вы начинаете свой проект, вы должны понимать, как работать будет этот проект, что там будет такого интересного, что нету у других. Понимаете, как он будет выделяться. Возможно, у вас придут какие-то новые идеи, когда вы будете изучать. Это часто происходит. Я, например, всегда люблю читать книги. Сейчас, конечно, не очень я зачитываюсь, как раньше. Но перед тем, как создавал проект, я тоже изучал много информации. Изучал книги, немало известных авторов. Мне было интересно. И из этих книг я брал много чего интересного. Понимаете, у меня возникали идеи. Идеи, которые вполне непосредственно были связаны с моим проектом. Поэтому я рекомендую взять эту основу в качестве важной тоже основы инфобизнеса. Пятая основа – это техника движения и время отдыха. Что это такое? Ну, мы с вами не находимся на гонках, но когда вы, например, делаете гоночный заезд, вы должны знать технику движения и время отдыха, такие как вот пит-стопы, когда делаете гонку.
на спортивном, например, автомобиле или мотоцикле. Что это такое? Вы должны знать, при какой скорости вам лучше повернуть. Вы должны знать, где притормозить. Вы должны знать, где набрать больше скорости. Вы должны знать, какое покрытие на дороге, то есть влажное или морозное покрытие, и при какой скорости вам лучше всего пройти, например, маневр. Если вы этого не знаете, то вы можете проиграть гонку. Это если сказать вот в примере гонок. Понимаете, да? То есть техника движения и время отдыха на самом деле важная основа, которую нужно знать, когда вы делаете свой проект. Я расскажу технику движения и время отдыха, исходя из определенных факторов. Факторов таких как время года, факторов времен отдыха и факторов, связанных непосредственно с жизнью, когда вы, например, должны заниматься еще своей жизнью. Помимо техники движения и время отдыха, вы должны понимать, что у вас есть еще своя жизнь. Это важная тоже основа. К примеру, когда лучше начинать создавать свой проект? В какое время года? Как вы думаете? Ну, наверное, летом, когда все потеплеет, можно начинать создавать свой проект. Потому что уже хорошая погода, вы настроились на проект. Нет, нужно начинать заниматься своим проектом, когда наступает осень. Где-то в сентябре, октябре вы должны начинать создавать свой проект после того, как вы изучили предыдущие шаги. То есть вы изучили больше перед проектом, вы подготовились, вы начинаете заниматься своим проектом. И не просто вы начали движение, там поплыли куда-то потихонечку. Вы должны, как на спортивном мотоцикле, набрать 300 км в час и держать данную скорость в пределах до лета. То есть до следующего года лета вы должны двигаться с такой скоростью и с полной концентрацией того, что вы делаете успешный проект. Понимаете, не просто вы занимаетесь проектом потихоньку, значит, гуляя где-то там, развлекаясь. Такого не может быть. Если вы делаете успешный проект, если вы выделили время своей жизни на реализацию такого проекта, вы должны понимать, что вы должны сделать свой проект в определенное время жизни. Понимаете? Поэтому техника движения, связанная с разработкой проекта, является важной основой, когда вы должны понимать, что вы должны делать свой проект в определенное время и очень быстро. Вы должны за это время сделать как можно больше того, что вы собираетесь сделать. Сколько времени можно потратить, например, вот в день, по часам на разработку проекта? Ну, я вот, например, трачу до 9 часов вечера. Я могу заниматься своим проектом. В принципе, такое время может выделить каждый. Не знаю, как вы, можете, конечно, поменьше выделять времени для начала, если вам нужно. Но в пределах этого времени можно так делать. Что касается лета. Когда начинается лето, как раз таки пришло время отдохнуть. Начинается тепло, у вас начинаются, значит, возможно, появляются какие-то идеи, связанные с отдыхом. Куда поехать отдохнуть. Поехать, например, навестить родственников. Сделать какие-то отношения. Еще что-нибудь. В это время лучше всего заниматься как раз таки такими делами. Потому что все как раз отдыхают. Мало кто работает. Берут отпуск куда-то на курорт. Так должны делать и вы. И это не просто так. В то время, когда вы отдыхать будете летом, вы должны именно летом все дела бросить, связанные со своим проектом. И что у вас получилось, вы должны просто-напросто контролировать. Возможно, у вас уже появится полноценный какой-то проект. За это время вы, возможно, сделаете таким образом очень быстро.
у вас появятся какие-то уже доходы. И если у вас уже есть реализация проекта, то летом лучше всего заниматься во время отдыха рекламой. То есть следите за своим проектом, занимайтесь рекламой и в это время отдыхайте. То есть занимайтесь продажами. Летом занимайтесь продажами, если так сказать коротко объяснить. И занимайтесь одновременно отдыхом. В итоге у вас появятся возможности в плане денег на ваш отдых, так называемый. Был как бы какой-то интерес, вы должны заниматься отдыхом в данное время. Когда вы так делаете, у вас нормализуется жизненный путь, либо дорога жизни, ее называют. И вы тем самым делаете успешный проект. То есть эффективность ваша вырастает во много-много раз. Если вы так не делаете, у вас происходит перекос. Это связано с весами жизни, которые здесь работают. Весы жизни — это философский тоже термин, который имеет место быть. То есть здесь также это используется. Например, когда вы занимаетесь только реализацией проекта потихонечку, постепенно, вы просто-напросто теряете свою жизнь, какое-то время, части своей жизни. И у вас происходит перекос. В связи с этим у вас нарушается разработка либо создание вашего проекта, и вы нарушаете свой жизненный путь, потому что выбираете что-то одно. Вы должны выбирать, исходя из определенных критериев, таких как весов, весы жизни. Понимаете, да? То есть на весах стоят две чаши, которые должны быть уравновешены. А что делать дальше после того, как вы отдохнули? Вы должны также осенью, в начале сентября либо октября, уже когда вы знаете, заниматься опять своим проектом. Не просто вы начали заниматься, а вы также с максимальной скоростью, круговоротом делаете свой проект. Опять до лета и опять летом отдыхаете. И таким образом постоянно, каждый год. Вот. Тем самым эффективность вашего проекта вырастает, и эффективность того, как вы делаете свой проект, тоже вырастает. Шестая основа. Подготовьте все вещи заранее, перед тем, как собираетесь куда-то убегать, либо уезжать. Очень быстро подготовьте все вещи заранее. Я, конечно, шучу, но эта основа является тоже важной основой, когда вы, допустим, должны подготовить все необходимое перед тем, как занимаетесь своим проектом, либо собираетесь заниматься своим проектом. Что нужно подготовить? К примеру, вы должны подготовить лицензионный софт, который вам будет нужен, то есть купить какое-то программное обеспечение, какие-то инструменты, возможно, компьютеры, возможно, что-то еще. Перед тем, как будете делать свой проект, у вас должно быть все новое. Все новое, лучшее, которое вам понадобится для создания лучшего проекта. Отложить деньги на то, что вам пригодятся деньги, возможно, в каких-то ситуациях, связанных, например, с рекламой, связанных с какими-то расходами, которые у вас могут возникнуть. Обязательно подготовьте деньги, потому что такие факторы всегда влияют на реализацию проекта. То есть вы должны собраться полностью перед тем, как создаете свой проект. Не потом, когда вы создаете свой проект, а тогда, когда вы его начинаете создавать. К примеру, взять пример путешествия. Когда вы едете куда-то путешествовать, либо на курорт, что вы должны сделать? Приготовить вещи, приготовить билеты, взять деньги, заказать, например, какие-то номера, где вы будете жить. Так ведь? А потом ехать уже на курорт. Или поехать на курорт, а потом приготавливать все необходимое. Так и с проектом. Следующая основа. Седьмая основа — защита проекта и финансовые риски. Что касается защиты проектов, это тоже важная основа. Например, когда вы используете систему Страж инфобизнеса, вы получаете защиту проекта сразу. Есть много различных решений, таких как сервисов, систем там продаж в виде скриптов, различных расширений для CMS-движков, CMS-систем.
Но в этих всех вот этих решениях нету такой функции, как защита проекта. В свое время, когда я начинал разрабатывать систему Страж инфобизнеса, я как раз таки столкнулся с тем фактором того, что защита проекта является важным функционалом, который нужен сразу. Например, когда я смотрел, что многие авторы продают свои инфопроекты без защиты проекта и терпят неудачи, и в сервисных решениях такой функции вообще нету. И я вам скажу, что в инфобизнесе системы с защитой проекта в принципе не существует вообще. Система Страж инфобизнеса является уникальной системой, которая дает защиту проекта сразу, имея такой функционал. В других решениях такого вообще нету и не предусматривается. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что многие думают, что в принципе можно продавать без защиты проекта и иметь финансовые риски с тем фактом, что ваш проект будет бесплатно распространять в интернете. Возможно, с этим. А возможно, они надеются, что те люди, которые будут заниматься реализацией проекта, сделают защиту проекта сами. То есть отдельно вы должны заниматься еще своей защитой проекта где-то сами. Что-то покупать дополнительное, либо сами как-то решать этот вопрос. Это на самом деле не очень хороший фактор того, что вы рискуете со временем потерять все продажи и у вас настигнут финансовые риски. К примеру, перед тем, как я начинал разработку Страж инфобизнеса, я также читал многие книги по стартапам известных бизнесменов, которые создавали крупные компании, которые живут, например, в Кремниевой долине, где там также есть инвесторы, которые инвестируют в стартап-проекты, интересные стартап-проекты, которые имеют место быть. Вот, в этих книгах, также слушая лекции бизнес-тренеров, я понял, что защита проекта является тоже важным фактором. Например, когда я читал книгу по стартапу, там сказано, что если в интернет-бизнесе, то есть в цифровом таком вот проекте нету защиты проекта, активации ключа, то стартап уже сразу имеет неуспешный показатель того, что этот стартап не станет каким-то продающим стартапом. Почему? Потому что когда вы не рассматриваете защиту цифрового товара, то это фактор того, что вы делаете что-то не так. Об этом рассказывают многие известные люди, которые занимались реализацией крупных проектов, поэтому можно прислушаться. Вот, исходя из этого, я решил сделать систему, уникальную систему, которая будет иметь защиту проекта, множество других различных функций, связанные непосредственно с созданием успешного проекта. Но если так коротко. Но это не все. Что касается финансовых рисков, то финансовые риски непосредственно связаны с защитой проекта. В системе Страж инфобизнеса есть защита проекта, поэтому здесь можете не волноваться об этом. Здесь уже встроено все в инструмент. Поэтому это не очень хорошая идея, особенно когда вы делаете успешный проект. Вы должны обезопасить себя от таких всяких факторов риска, особенно финансовых факторов риска. Но когда вы делаете успешный проект, таких финансовых рисков не должно быть вообще. Итак, что касается седьмой основы, мы с вами рассмотрели. Переходим к последней основе. Это качество проекта и визуализация. Что такое качество проекта? Качество проекта — это когда вы делаете качественный проект, за который не жалко отдавать денежные средства по всему рынку, так сказать. И не жалко отдавать такие деньги за этот проект. Это называется качество проекта с высоким показателем продаж. Чтобы добиться качества проекта, нужно потратить какое-то время, как я говорил, время жизни. Более того, нужно делать один проект. Берем первую основу всегда, и тогда вы получаете качество проекта. Качество проекта достигается, когда вы делаете что-то одно. К примеру, например, вот есть компания Porsche. Знаете, да? Автомобильная компания Porsche. У кого не спроси, все знают, что такое машина Porsche. Вот спросите у любого человека,
даже в их странах особенно, они знают, конечно, что такое Porsche. Понимаете, откуда они знают, что это такое? Все дело в том, что когда смотришь на эту машину, вы понимаете, что здесь есть качество проекта. Эта машина более качественна по сравнению с другими машинами. В этой машине есть те функции, которые не существуют в других машинах. Например, разгон со старта на последней модели Porsche 2,2 секунды. Она разгоняется до 100 км в час. Конечно, есть там другие разгоны от технических средств, от моделей машины Porsche. Но что здесь есть? Здесь есть не просто стоимость машины, здесь есть качество того, как сделали машину. Качество работы двигателя, качество разгона, качество, маневренности, качество проходимости, качество комфорта и так далее и тому подобное. Поэтому за это нужно платить деньги. И многие люди, которые понимают вот это все, они платят за это деньги, которые, естественно, не маленькие. Почему? Потому что когда есть расход стоимости проекта, здесь вырастает стоимость и покупки. Понимаете? Проекта. То есть покупки определенного продукта. Вот, но когда у вас есть, например, качество проекта, вы можете менять стоимость легко. К примеру, делать цену ниже, делать скидки, делать какие-то, например, акции. Вы можете делать это довольно-таки просто и легко. Но когда у вас качества проекта нету, тогда делать какие-то скидки, когда мало вероятности того, что это будет продаваться, то это становится каким-то, знаете, просто-напросто бессмысленным таким вот действием. Вы должны это понимать. Поэтому качество проекта вы должны делать сразу, а потом уже думать о стоимости проекта. Но опять же, я не рекомендую делать заоблачные цены проектов. Делайте стоимость проекта довольно-таки где-то посередине. Если вы делаете где-то стоимость посередине, может быть чуть выше середины, тогда ваш проект имеет место быть. К примеру, если взять, например, систему Страж инфобизнеса, здесь нету больших прям затрат, связанных с деньгами, как в других решениях, которые, возможно, вы будете рассматривать. Посмотрите обязательно тарифы и цены, которые вам предстоит тратить. И потом посмотрите на систему Страж инфобизнеса и сравните со стоимостью данной системы и других систем. В качестве как бы примера. Что касается визуализации. Визуализация — это представление того, что вы собираетесь делать. К примеру, вы собираетесь куда-то поехать. Поехать на курорт, как я сказал. Представление, как вы будете там отдыхать, что вы будете делать. Это визуализация все. Это, грубо говоря, это образ представления того, что вы собираетесь визуализировать, либо сделать в материальном мире. Если так выразиться. Вот, обычно используют такие техники, как мап-карты. Что это такое? Это образное мышление, когда вы, например, на стену, на холст ставите определенные картинки, определенные образы, например, домов, машин, каких-то еще интересных объектов, на которые смотрите и визуализируете, что вы уже это имеете. То есть вы представляете то, что вы хотите иметь. Это, так сказать, такая детская визуализация, которую вы можете себе реализовать в качестве того, что собираетесь достигнуть. На самом деле, конечно, это влияет, но не совсем. Это, можно сказать, небольшое представление того, что вы делаете. Если вы ничего не делаете при этом, то визуализация здесь не работает. Визуализация хорошо работает, когда вы, например, двигаетесь с техникой движения, что я вам рассказал. Когда вы делаете максимальную скорость при создании своего проекта в 300 км в час, вы создаете свой проект с большой скоростью, с полной концентрацией, с фокусом внимания, то здесь работает сразу и визуализация. Визуализация это тогда работает, когда вы полностью концентрируетесь на своем проекте. Тогда у вас работает визуализация, понимаете? Вот, и тем самым вы быстрее достигаете успешного проекта. На этом, в принципе, все. Переходим к последнему с вами слайду. В завершении презентации хотел бы рассмотреть
такую важную особенность, как основу времени жизни и реализации проекта. Я бы хотел здесь добавить еще про 3 времени реализации проекта, либо использование определенной стратегии в каждое время. Времен у нас всего с вами 3. Это настоящее время, когда мы сейчас с вами живем. Прошедшее время, когда прошло уже это время. И будущее время, когда это время еще не наступило. Так вот, в зависимости от того, какую вы стратегию используете, такой результат вы и получаете в плане реализации проекта. К примеру, если вы используете стратегию настоящего времени, то получаете реализацию какую-то в настоящее время. Например, что-нибудь там быстро реализовать в плане купли-продажи, либо что-то еще. Используя стратегию прошедшего времени, вы используете старую стратегию, которая малоэффективна в настоящее время, а тем более в будущее время. Таких стратегий немало, их тоже кто-то использует. Например, я часто слышу, что продают товары из Китая, которые начинали продавать 10 лет назад. То есть где-то в 2010 году эту стратегию использовали более эффективно, чем, естественно, в наши дни. Сейчас это называется также дропшиппинг. Это, грубо говоря, посредник перепродажи товаров из Китая, который является как неким партнером данной продукции. В прошлое время данная стратегия работала довольно неплохо. Но в наши дни, когда мы с вами используем высокоскоростной интернет, мы с вами сможем покупать, например, товары из Китая на AliExpress, либо в других иностранных площадках. Эта стратегия малоэффективна, потому что есть уже крупные конкуренты. И когда встречаешь таких людей, то понимаешь, что они используют устаревшую стратегию, которая работала буквально 10 лет назад. Это что касается прошедшего времени. Что касается будущего времени, вы когда используете данную стратегию будущего времени, эта стратегия работает в будущее время, которое еще не наступило. Либо в настоящее и в будущее время одновременно. Как это можно понимать? Когда я начинал разрабатывать систему Страж инфобизнеса, а я ее уже разрабатываю более 4 лет, в начале эта система не была такая, так сказать, инновационная. Она была всего лишь навсего небольшим проектом, который нужно было реализовать в период большого времени. Тем самым этот был период реализации данной стратегии либо данного проекта был как бы в будущем. То есть смогу я реализовать этот проект или не смогу? Понимаете, здесь было все под вопросом. Но тем не менее я смог реализовать проект до версии 2.8. Буду также разрабатывать и дальше данный проект. Но что касается того, насколько реализована система, либо откуда я мог знать, что данный проект будет эффективный, в то время я не знал точно, будет ли данная система лучшим решением в инфобизнесе, чем какие-либо другие решения. Но в наши дни, сейчас, в настоящее время, эта система является лучшим решением, которое есть в инфобизнесе в плане реализации новых проектов, которые вы можете реализовать в настоящее время, либо в будущее время по новым тенденциям. Когда я смотрю в прошлое, когда я начинал разработку данной системы,
и смотрю сейчас, я понимаю, что эта система даже лучше, чем я себе представлял в то время, как она будет разрабатываться. Не знаю почему, но она почему-то лучше получается, чем изначально я планировал. Возможно, это связано с новыми технологиями браузеров, которые сейчас реализуются очень хорошо. Возможно, это связано с новыми подходами. Например, в системе Страж инфобизнеса используется современная стратегия, которая позволяет использовать премиум доступ. Что такое премиум доступ? Премиум доступ — это буквально платная подписка к десктопным, мобильным приложениям или премиум сайтам. Система Страж инфобизнеса может реализовывать премиум доступ как крупные компании. Например, вот взять крупные компании, которые используют свой программный софт, они используют все, как в России, так и на Западе, премиум доступ. Премиум доступ сейчас является новым таким подходом, новым решением, которое позволяет делать эффективные проекты. Что еще? В системе Страж инфобизнеса используется HTML5 видеоплеер с рекламой. Только в версии 2.8 данная функция появилась. Появилась данная функция не просто так. Она дает большие возможности, и более того, в прошлое время, когда я начинал разрабатывать данную систему, что меня удивляет, HTML5 плеера вообще не было тогда. Он только реализовался буквально в период разработки. До этого был Flash Player. Flash Player сейчас не поддерживает вообще браузеры на компьютерах, так как эта технология уже устарела. Используется сейчас HTML5 плеер везде, так как он более эффективный и более быстрый даже в тех же старых видеоплощадках, таких как YouTube, Vimeo. Например, в социальной сети ВКонтакте используется HTML5 плеер. До этого был плеер Flash Player. Flash Player убрали, используют сейчас более современный плеер, так называемый браузерный плеер, видеоплеер. В системе Страж инфобизнеса используют не только современный HTML5 плеер, это современный HTML5 плеер, но используется также подключение видео к YouTube и подключение видео из Vimeo хостинга. Но я не буду полностью разбирать все функции. Я лишь попытался вам объяснить то, что когда я начинал разрабатывать по своей стратегии в пределах такого периода, я не знал, что эта система будет работать именно так. То есть в настоящее время как нужно. Понимаете? То есть прошло в принципе немало времени. Но тем не менее эта система работает гораздо лучше и эффективнее тех решений, которые есть сейчас в инфобизнесе. Поэтому, используя данный инструмент и ту стратегию, про которую я вам буду рассказывать, эффективную стратегию, вы сделаете успешный проект за небольшое количество времени. Буквально потратите где-то лет 5 на реализацию успешного проекта. А сколько вообще работает стратегия, о которой я вам буду рассказывать? Могу ли я вам ответить на этот вопрос? Многие, возможно, спросят. Я вам скажу, что данная стратегия будет работать в пределах времени будущего в порядке 5-10 лет. Время реализации проекта на самом деле очень важная такая основа, которую нужно знать до того, как вы начинаете делать реализацию проекта. К примеру, если вы будете делать реализацию проекта по старой стратегии, то реализация проекта в будущее время не будет эффективна настолько, насколько вам этого хотелось бы. Поэтому нужно заранее предусматривать данные всякие факторы рисков, которые могут возникнуть в будущем. Понимаете? На этом я завершаю данную презентацию. Кто автор презентации, вы можете видеть на этой фотографии. Кто автор проекта, также тут есть стрелочки.
специальные указатели. Сайт, где вы можете найти данную систему, это сайт collector.js/redactor.ru. На этом сайте вы можете скачать данную систему совершенно бесплатно. Посмотреть на сайте все возможные функции. Почитать какую-то дополнительную информацию. Посмотреть, как работает данное решение в закрытом доступе. Посмотреть дополнительные презентации, видео. На этом, в принципе, у меня здесь все. И жду вас в следующих презентациях.